JB Morrow, go and get your bag. Привет, мои дорогие! Сегодня воскресенье, отвезли Миру с подружкой на английский. А мы едем на родительское собрание. Да, на выходные делают родительское собрание почему-то здесь. У нас в Украине, где я училась, обычно родительское собрание вроде бы проводилось вечером, будний день. Здесь вот так вот, в конце недели это собрание. Раз в семестр проводят. Кстати, я когда снимала видео о ценах за школу, я же не сказала вам, что еще есть взнос в школу, добровольно-принудительный, так скажем, ну, в принципе, принудительный, да, то есть все сдают раз в семестр, раз в полгода. В прошлом году, кажется, 500 лир было, ну, в общем, не помню точно. Но в этом году, вот сейчас скажет учительница, я думаю, где-то будет 1000 лир. Ну, это я так думаю, посмотрим, угадала я или нет, в семестр. Еще нам прислали бумажку по поводу продленки. Да, есть здесь продленка, но вообще, как бы, по идее, продленку должен каждый учитель в своем классе сам проводить. Но наша учительница, ей не до этого, как бы, не хочет. И, получается, в параллельном классе тоже там у Миры подружка тоже учительница не хочет. В общем, какой-то учитель один из этих 3 классов, третьих классов, точнее, соберет со всех 3 классов учеников, которые хотят продленку. Продленка платная, 700 лир в месяц здесь стоит. Так, ну я планирую отдать, потому что я уже устала бороться за домашние задания. То есть домашние задания, в принципе, делаются не сложно у нее, у Мирка. Но постоянно нужно заставлять именно сесть за них, поэтому мне это немножко уже надоело, и я хочу ее все-таки на продленку отдать. Там они только домашку делают, я так понимаю. Ну и учитель объясняет просто то, что непонятно. Если вдруг что-то непонятно, учитель может объяснить. И проверяет, я так понимаю, домашку. Ну, в общем, я хочу узнать, как это все проходит, потому что я вообще не в курсе. В общем, спрошу тоже об этом учительницы. Расскажу вам, что после собрания нам сказали. Забрали девчонок с курсов, мороженое покупает папа им. В общем, на собрании сказали, что Айдат 750 лир, Айдат это взнос в школу в семестр. Еще мы купим дополнительные книги за 300 лир, но это, конечно, я считаю, что нужно, потому что этих книг, которые в школе дают, их, конечно, недостаточно. Ну и все, и там 100 лир еще, по-моему, на нужды класса сдать. В общем, вот так. I'm Emma. I'm 8. I have a brother and sister. This is my backpack. I like my backpack. Mm-hmm. My name is Julie. I'm 9. I have 2 brothers. I can play soccer. I like soccer. I'm Mike. I'm 9. I have a brother. I have a bike. I like my bike. It's fast. Fast, молодец. А расскажи, ты это где научилась так читать? На английском. На английском. Ты ходишь, потому что на отдельные курсы, да? Да. Да, это не в школе. А в школе как тебе нравится английский? Так себе. Потому что особо ничего не учите, да? Да. Английский здесь в школе, в турецкой государственной школе 1 раз в неделю, поэтому Мира ходит еще на курсы по субботам и воскресеньям. У нее 2-й год будет ходить. Вот это все она прочитала, это не с прошлого года, вот так выучили. Молодец, умничка моя. Сегодня было первое занятие по английскому на курсах. Как тебе, понравилось? Да. Все нормально? Да. Да? Будешь ходить завтра опять? Сейчас будем делать домашку тогда, хорошо? Да. Мы тут в больнице. Мире делают ЭКГ, кардиограмму. Нам нужна справка о состоянии здоровья на занятия гимнастикой. Но врач нам просто так ее не дал в частной больнице. Сказал пойти сделать кардиограмму. Вот сейчас будем делать. Надеюсь, все нормально. Ну, у нас никаких жалоб нет, поэтому это чисто, я так понимаю, формальность.
Я привела Миру на гимнастику, вот сидим, ждем, а тут оказывается волейбольный матч. У нас, кстати, здесь в спорткомплексе часто волейбольные матчи проводят, и волейбол среди девушек, среди подростков самый, наверное, популярный вид спорта в Турции. Миру тоже я отдала на волейбол летом, она ходила пару месяцев, вот сейчас думаем еще опять записаться. Вот видите, какие турчанки волейболистки. Кстати, сборная Турции же победила недавно. Пока Мира занимается, у нее час занятия, я себе вот здесь заказала в кафетерии турецкий кофе. Очень вкусно делают, обязательно приносят с водичкой. Вот сижу, ее жду. 2 раза в неделю Миру привожу на гимнастику сюда. Занятие закончилось, и учительница им разрешила 5 минут вот этими вот мячами поиграть. Ну, это мячи, наверное, для взрослых. Здесь пилатес проводится. Забежали в магазин. Хотела вам показать, что купили, потому что среди покупок есть интересная вещь. Я взяла себе парфюм. Впервые, наверное, взяла вот такой вот... Нет, не впервые, вдруг когда-то брала себе такие недорогие парфюмы неизвестных марок. Это Day Care. Они обычно производят всякие косметические средства, но вот у них выпустилась серия парфюмов, и вы знаете, вот в этот аромат я влюбилась. Я тестером нанесла на него, ну, честно, просто так, знаете, из любопытства, думаю, ну, посмотрю, что там. И он через буквально 5 минут раскрылся совсем по-другому. Обычно вот такие ароматы мне все пахнут мылом, абсолютно все. У них для меня мыльный запах, они не раскрываются, вот как набрызгали мылом пахнет, вот так вот и пахнет дальше. А этот нет, он круто раскрывается, и он пахнет специями. У меня когда-то был похожий парфюм. Я не помню, то ли это был Живанши какой-то из серии «Ангелы и демоны», то ли это был Black Opium, хотя мой муж говорит, что Black Opium пахнет по-другому. Вот это вот запах специй, он раскрывается запахом специй, таким приторным, знаете, сладким. Я лично люблю такие ароматы, вот это, что называется, шлейфовые ароматы. Стоит он, не поверите, 130 лир, это просто для парфюма копейки. Но обычно, как я уже сказала, такие парфюмы стоят недорого, потому что они, да, no name, так сказать. Вот еще раз показываю, кто будет в магазине Филе. Не знаю, может где-то еще продаются, я просто не видела, то возьмите, попробуйте обязательно, просто понюхайте. И другие парфюмы, кстати, я тут еще куда-то брызгала, тоже неплохо пахнут, но вот в этот именно я влюбилась, прям, я не смогла устоять, серьезно. Очень круто раскрывается, я уже помыла руки, он остался все равно на мне. Покажу, что еще купили. Порошок Перволь для белого. Я беру вот жидкие порошки всегда. Не знаю, напишите, какими вы пользуетесь, порошками жидкими или нет. Я вот почему-то люблю только жидкие порошки. И вот этот, кстати, Перволь именно для белого очень круто, действительно выбеливает вещи. Я правда заметила разницу, когда я стираю другими порошками, даже для белого. И вот им, правда, есть разница. Покажу, что еще мы взяли. Я взяла себе сливы красные. Вот 4 сливки на 9,5 лир. Сливы турки едят, кстати, зеленые. Я думаю, кто живет в Турции, тот знает. Дальше взяла сосиски, которые я вам уже показывала, франкфуртские. 50 лир они сейчас стоят. Классные сосиски, похожи на наши молочные. Взяла вафельки вот такие готовые. Хочу попробовать Мире давать в школу. Возможно, с прослойкой шоколада или что-то такое придумаю. Но мне кажется, это удобно. Они такие мягенькие. Я думаю, что невкусная. Это марка именно Филе. В других магазинах нет. Я всегда беру вот такое молоко растительное. Это миндальное молоко. Вот эта марка самая здесь недорогая получается. Есть еще другая одна марка Альпо или Альпро, как это так называется, но она подороже. Вот это вот, я видела, правда, только в Филе, опять же, их, вот эту вот марку, но, честно, очень вкусно. Я просто не могу пить молоко, потому что у меня аллергия, да. Но я вообще его и не пью, я в кофе добавляю, я кофе пью с молоком, поэтому добавляю вот такое вот миндальное. Вот у меня оно закончилось, попила я пару дней с обычным молоком, и у меня уже высыпание по всему телу, вот так вот. Дожила я до 30 плюс лет, и только в 30 плюс лет я узнала, что у меня, оказывается, аллергия на молоко. Спросите, как я это узнала? Да, сдала анализы. Я, честно говоря, просто думала, что у меня аллергия на яйца, что я очень люблю яйца, я ем их много, и на завтрак, и на обед, и на ужин могу в разном виде. И я почему-то думала, что у меня аллергическая реакция на яйца, но
оказалось, что у меня аллергия на молоко и как бы перекрестная получается аллергия на красное мясо, да, ну это как бы взаимосвязано. Персики взяла. Ой, 3 персика, сколько у меня получилось? 28 лир. За килограмм 42,5 лира. Персики хорошие, филе вообще классное. Еще один пакетик. Взяла йогурт турецкий, конечно же, вот такой вот тоже марки Харас беру. Мне вообще без разницы, какая марка, честно. Ну, Харас вроде хороший. Потом взяла вот эти йогурты, люблю. Они такие, как творожная масса, больше похожи, чем йогурт фирмы Кварк. А есть еще такой же простой, саде называется. Ну, сейчас его не было, он вообще копия нашей сметаны. Ну, сейчас я взяла с ягодами. Потом люблю вот именно тоже марки Харас, вот эти вот корнишон туршу. Это маленькие огурчики, они не острые, обычно турецкие вот такие вот огурчики маринованные, не со специями. В общем, они не как наши, а это вот копия наш вкус. Кстати, мой муж тоже на удивление их любит. В мире взяла вот этих вот пудингов, которые в школу дают, шоколадные пудинги. У них хороший состав, это марка Сек, Экер марка. Экер это хорошая марка, и состав у них хороший, поэтому я ей даю, она их любит. Молоко, кстати, Мира не любит вообще, вот именно в чистом виде. Шоколадное молоко любит, пудинги любит, молоко. Такие взяла колбаски, я тоже беру там на бутерброды, на разные такие. Вот это вкусная из индейки, копченая колбаска такая, вкусненькая. А это просто какая говяжья колбаска, ну такая. На всякий случай на завтрак взяли сыр. Вот тоже по скидке был. Вот сколько здесь? 700 грамм сыра стоит 100 лир в Турции. Вы представляете? Вот так. Еще взяла, часто вот беру филе, тоже вам рассказывала в том видео недавнем, кто не видел, посмотрите обязательно про то, что я беру в филе. Там очень много классных заморозок, там ягоды замороженные. Сегодня даже была манго замороженная. Ну, я просто не знаю, буду ли я его есть, точнее, не очень. Точнее, думаю, нет, в общем, я уверена, нет. Поэтому я его не взяла. Но вот для тех, кто любит, замороженная манго была, замороженная клубника порезанная уже была, малина, даже смородина красная, черная, какая хотите, что там, чего там только нет. Вот именно в этом плане филе классный магазин, потому что в других магазинах, даже в Мигросе, такого я разнообразия не видела. Взяла вот такую вот заморозку из тоже филешная марка, заморозка из различных овощей. Здесь, я так понимаю, перец красный, цветная капуста, брокколи и морковка. Это для супа. Прикольно, потому что, честно вам скажу, что когда я покупаю, допустим, брокколи отдельно, там чего-то еще отдельно, то я обычно это в суп не кидаю. А так, раз всегда в морозилке, я когда варю, допустим, в Мире суп, то всегда можно воспользоваться, часть кинуть в супчик, мне кажется, будет классно. Вот и все, в принципе. Получилось все на 360 лир. Я не понимаю, почему так дорого, боже. Ничего такого мы не покупали, как бы из дорогого только вот этот перволь. Ой, боже, за 3 почти литра, 2,9 литра. Нет, 3 литра, да, 3 литра стоит 125 лир. Ну, хорошо. Все остальное здесь не больше 40 лир. Вот позиция. А, ну еще и сыр 100 лир. Ну, в общем, короче, вот так, да. Счета сейчас в Турции такие. Оказывается, это еще не все. Не поставила пакет, а я его не заметила. Что еще взяла? Вот в Мире такие круассаны в школу. 7 days. По 12 лир, кажется, они. Несколько штук. Соки тоже в школу по 8 лир. Соки моего детства, каприсан, помните? До сих пор они на плаву, на удивление. Далее взяла пучок портулака. По-турецки он называется семиз оту. Из него вкусный салат. Из него можно готовить, как они здесь называют, семизоту емеи. Ну, то есть блюдо из портулака. С рисом или с булгуром смешанным. Я не знаю, что буду делать, посмотрю. Так, это еще один сок. И взяла 3 груши. Груши по 45 лир за килограмм. Честно говоря, это дорого для груш, мне кажется. Ну, вот теперь точно все, мои дорогие. Как сделать турецкий чай без вот такого двойного чайника? Да очень просто. Сейчас уже продают вот такие вот готовые чайные пакетики, которые можно просто заварить в обычном чайнике. Здесь написано, вот, что один пакетик это 3 чашки чая.
У меня есть вот такой термос, и сейчас я на улицу буду собираться и заварю чай вот в таком термосе. На такой термос мне нужно 4 пакетика чая. Сейчас залью кипятком, и все будет готово. Это очень удобно, когда идете на пикник, и, как видите, есть разные варианты чая. Вот этот, например, с бергамотом, это просто вкусненький такой филис, мой любимый, кстати. И еще вот такой вот вариант для тех, кто хочет чай, но не может, к сожалению, позволить себе заварить вот в таком чайнике или в термосе, просто хочет одну кружечку чая. Есть пакетики с чаем, которых можно просто заливать кипятком. Видите, вот это на одну чашечку чая, и получается готовый турецкий чай. Так что можете не заморачиваться с двойными чайниками.